Приехали мы в Неаполь, Италия, и здесь мы начинаем наш цикл видосов про Неаполь. И про Амальфийское побережье. Да. Мы собираемся пойти в поход по Амальфийскому побережью, но первые дни мы проведем в Неаполе. Да. А потом мы уже после 5 дней где-то пойдем в мини-поход. Ну, как поход. Мы планируем... У меня, конечно, хоть и есть большой рюкзак, но мы без палатки, без спальников просто пойдем и будем, типа, днем идти, а ночью ночевать в местах для... обычных гостиницах. Да, мы так ставили маршрут, чтобы ночевать. Надеюсь, мы даже в горах будем ночевать, но все еще в отеле, потому что тащить палатку все-таки слишком тяжело, багаж стоит дорого, поэтому вот так вот такое у нас было решение. Вот, пока мы приехали, вот аэропорт тут не очень большой в Неаполе, мы сразу же вышли, мы приехали с Варшавы, поэтому сразу же без каких-то контролей вышли, получили багаж и все. И уже выход, наверное, типичная ситуация в Европе. Вот. Ну да, аэропорт небольшой, и он очень близко к городу, поэтому мы решили пройтись пешком где-то час идти до центра Неаполя, до нашего отеля. Да. Поэтому сейчас заодно потренируемся. Потренируемся. С тяжелым портфелем. Ходите, да. Вспомни, каково это ходить в походы. Хотя бы по городу. Защита есть. Мы знаем, что тут часто воруют, поэтому вот у нас есть телефон к проводу, да. Все, сумка. Посмотрим, поможет ли нам это. Да. Здесь у меня на карабине, вот, зацепил. Здесь замочек тоже. Да, и замочки некоторые на карабинах, в рюкзаках тоже. Вот, посмотрим, поможет ли нам, потому что мы услышали, что Неаполь очень опасный город, и тут часто воруют. Преступлений. Пока что нас никто не пытался воровать, но посмотрим. Там можно, по идее, уехать в город, мы и так в городе, вот, но типа трансфер от аэропорта. Маленький вход. Большой гараж такой, но вход очень маленький. Давай я стану, сравнишь, как я... Давай. Вот, так вот. А я вообще-то 165. Там сейчас начинаются более узкие улочки. И сейчас мы пойдем туда, но тут мы увидели вот такое здание интересное. Называется Королевская богадельня для бедных. Тут примечательно, что тут прям окон нет, то есть пустые ставни, и как-то прям странно выглядит, но... Часы не работают. Наверное, не работает, потому что там решетки стоят. Вот. А что там люди что собрались, не знаю. Снизу. Такая улочка. Не совсем классическая, тут справа дорога большая, но здание слева такое прям маленькие балкончики. Все красивенько. А справа ботанический сад. Но там даже птицы поют, вот, не знаю, будет слышно ли на камере, но из-за машин, конечно, не так сильно ощущается это все. Да, там настоящий лес. Очень много звуков птиц. А эти балкончики тоже. Мне нравится, что они такие маленькие, но их очень много на каждом окне, считай. Такую маленькую дверьку. Я даже чуть-чуть пролез. Вот. И здесь вот такой вот колодец. Балкон-колодец. Прикольно. Сейчас буду выходить. Блин. Вот так люди просто с балкончика сидят, разговаривают друг с другом, покуривают сигаретки и все. А еще хотел сказать, что, конечно, здесь вот опять висит одежда. Хотел сказать, что, конечно, с парковкой тут вообще жестко. То есть, вот здесь вот, это даже, наверное, норм. Ладно, тут, конечно, тоже очень близко, но спереди вот это нормально, много расстояния, я бы даже сказал. Очень узкая улочка. Нам даже тут кто-то пытался подсказывать, подсказал, человек почти сюда привел. Вот. Стрёмненько, конечно, когда тебя кто-то хочет куда-то помочь завести, подвести, но вроде все правильно сказал. Мы, конечно, смотрели сами, куда-то мы идем.
но все же. Вот, осталось только понять, как сюда попасть. Итак, несмотря на то, что мы живем вон в том переулке, здесь такая оживленная улица. Вот, мы уже заселились и сейчас пойдем есть пиццу. Правильно? Да, конечно. Что Вот. первым делом нужно поесть пиццу. Да, и, Попробовать. возможно, попробовать апероль. Но это уже сомневаюсь. Это как пойдет. Да. Максимум вино, я считаю. Такое все шумное вообще на самом деле. Здесь громко, шумно, в центре вообще, конечно. Еще тяжело будет снимать, потому что будет громко. Да. Хотя мы купили микрофон, теперь постараемся, чтобы звук был лучше. Мы пришли в такую пиццерию, называется Трианон, в честь театра, который здесь рядом расположен. Это очень популярная пиццерия, основана в каком-то 1923 году. Вот там Мишлен есть, за 20-й год что-то. Но тут очередь, тут много людей, мы записались. Чтобы сюда попасть, нужно взять и прям записаться. То есть мы пришли, тут, конечно, никто ничего тебе не интересуется, всем все равно. Вот, но мы посмотрели то, что вызывает людей по списку. И Да, просто ведем список. да, записались, тут вот стоим, ждем пока что. Тут 2 этажа, первый, второй, вот, да. И там прям печь стоит, и видно, как достают пиццу из печи. Вот. Но мы такие голодные, решили, ладно, пришли уже, будем ждать. В общем, тут вот и разное меню. Мы думаем брать маргариту классическую, попробовать ее. Всякое разное есть. Тут большое довольно-таки много места. Да. И вообще так И светло, красиво. красиво. Когда снизу стоишь на улице, там вообще так странно. А тут Еще тут балкончик есть. да, есть балкончик. Ты сюда выходишь, стоишь, и вот такая вот пригожость. А когда шли, я думал одну, но потом что-то мы посмотрели, как тут все кушают, и решили, что сделать 2. Итак, это, значит, классическая маргарита. Вот такая вот она. Как тебе? Настя даже сказала, что она ничего такая. Потому что она заказывала вообще с ветчиной. Вот. Но будем пробовать пополам-пополам. Вот мы стояли 20 минут в очереди, чтобы взять пиццу. Ну, чтобы сесть и заказать ее и покушать на месте. А можно вот так вот просто взять на самовывоз, take away, и все, и просто покушать. В общем, поели мы пиццу. Мне даже, честно говоря, больше понравилась маргарита, потому что во второй были такие очень соленые колбаски, и оно как будто бы подпортило вкус пиццы. А в принципе, довольно-таки вкусно, но на самом деле было очень много 2 пиццы. Но все почему-то берут себе по пицце, едят ее ножом и вилкой, кстати, и потом просто там могут половину пиццы оставить. Мы проснулись. Вот, и хотим показать для начала, какой у нас прикольный подъезд вообще, какие прикольные подъезды в Италии. Смотрите, такой вот лестница идет, и тут даже уже окна есть, то есть там, видимо, какие-то квартиры. Да. А тут вот, когда спускаешься, то видно улица. Да, тут Тут уже довольно-таки мало места, поэтому... окошко. Оп. И там, кстати, тоже вон, кстати, чьи-то окна. Тут, наверное, так мало места, что вот так все налеплено, что вот дом в дом, лестница уже прям сразу ведет к другим окнам. Сегодня у нас такой вот завтрак. Вот. Я кофе не пью, поэтому взяла себе сок. Кстати, он очень вкусный, такой прям со сладких каких-то апельсинов. И донат обычный. А Дима взяла себе вот... Да, сегодня я пью эспрессо. Завтра я буду пить капучино и буду, короче, пробовать разные кофейные напитки. А это сфалетелло, классическое, такой десерт итальянский. Есть еще ромовая баба, но она будет попозже. Это, кстати, похоже на ромовую бабу. Она такая прям донат. Они все, наверное, такие пропитанные. Он очень, да, очень сладкий, очень пропитанный, прям. Ну, вот так вот тут, да, действительно, улочки очень узкие, и людей много. Мы стараемся пробраться ближе к центру, посмотреть. Хотим купить такую арт-карт, которая дает проходки бесплатные и скидки во все почти музеи. Наверное, и Неаполя, и компании. То есть там в Помпеи, например, можно было со скидкой сходить. Еще можно, конечно, онлайн ее купить, но нужно уточнить некоторые моменты, которые не получилось узнать в интернете. Поэтому будем так вот. Идти бывает прям вообще очень напряжно.
Ну, тут и рынок, и эти всякие сувенирчики, короче, классика. Значит, шли мы такие, шли, и тут вот такой туннельчик, арка, проход. И там такие сады красивые. Но там, походу, проход какой-то. Это музей кукол, тут написано. Да, тут музей. 3 евро вход. Даже в самых маленьких улочках можно найти входы в вот такие вот соборы, храмы. На потолке фреска трескается, смотри, там прям видно, что ломается. Ну да, видно, там трещины есть. Вот, а вообще на улице тут вот просто вот так вот. Тут машина, конечно, проедет, вот они там в гараже стоят, но людей много и в целом довольно-таки узко здесь. А еще тут есть такой вот своего рода культ на Марадону. Тут везде висят флаги, плакаты, форма футбольная. И вот даже их продают тут везде, и многие ходят в ней. Да. А еще здесь вообще продают просто все, что угодно. Очки, сумки, даже какие-то непонятные брелочки. Типа... На удачу. На удачу, да. Фортуна, что-то там. Просто вот у них охапка этих браслетиков, и они вот их типа ходят, реализуют. Все инсталляции, кстати, в Неаполе платные. Вот, например, зашли мы в такую вот церковь, проходили мимо, и тут совершенно бесплатно. Примечательно то, что даже есть какая-то выставка, и вот такая вот показывает Неаполь в уменьшенном виде. Ну, тут даже людей много, честно говоря. Конечно, не так много, как на улицах, но люди ходят, интересуются. Как интересно. То есть тут есть QR-коды, можно просканировать, и будет рассказ какой-то. Также здесь вот есть разные произведения искусства. Это, например, «Воскрешение Лазаря», «Дева Мария с Иосифом Святым Януарием». Настоящая картина? Ну, написано, что да. Читаем, узнаем на месте событий. Да. Пришли мы вот на такую площадь, и тут все сразу. И вот такая церковь. Она так необычно выглядит, с такими шипами. И вот такая вот еще. Она как будто бы очень старая, каменная. Тоже интересно, надо будет туда сходить. Мы вообще пришли смотреть... Да, инфоточку. Да, инфопоинт. Вот он там красное, это здание, по идее. Сейчас пойдем узнавать. Да, но решили, что надо еще здесь немножко прогуляться. Еще колонна такая классная тоже. Вот мы зашли в эту церковь, новая церковь во имя Иисуса. Джесси Нуэва. Да, она вот такая большая. Здесь очень красиво, подвесные канделябры. Там купол такой большой. И тут, походу, сейчас идет даже служба. Там людей спереди очень много. Мы почитали, что, оказывается, вот эта церковь, она выстояла, вообще во многих там ее изжигали и там бомбили. И вот даже есть фрагмент бомбы, которая упала в нее, но она выстояла и не взорвалась. Ее вот выставили как напоминание такое. А вот тут уже через дорогу церковь Санта-Кьяра. Она выполнена в другом стиле, готическом, но она восстановленная уже церковь, потому что во время Второй мировой войны она очень сильно была разрушена. Да, когда заходишь, кажется, что оно такое все старое, и что я думала, вот, там в 1317 году вроде было построено, я думала, ого, как будто даже верится, что оно так построено, но оказалось, что просто хорошо восстановили. Но такие потолки высокие и, видимо, деревянные по виду. Прям балки видны вон там сверху. Монастырский комплекс, включающий сады, но мы сегодня уже, наверное, не успеваем, потому что сегодня сокращенный день и не заканчивают работу.
Кстати, на Google картах сказано, что он до 2 работает. Но там сейчас мы проходили вывеску, там было написано, что у них просто вообще будет сиеста, там с 12:45 там, до 4, и потом оно еще будет работать. И вообще, тут, кстати, много где есть такие вот сиесты, когда Да, все... в середине дня не работает. Да, мы сколько проходили в многих местах, перестает работать. Вот тут же есть и кафетерия, и вход в музей. Но да, тут по воскресеньям он точно до 2 работает. Проверили. И вон там есть в центре сад. Тут популярны такие вот элементы, которые продаются почти везде. Они выглядят в виде перца, чили, либо же рога. Называются неаполитанский рог. Они должны защищать от глаза, и идет эта традиция еще из древних античных времен. Наша постоянная рубрика «Тестируем мак». Вот. Мак в Италии обычный. Да, здесь все обычно, ничего не было. Необычно Ничего было только то, интересного не что было. я стоял в очереди минут 20, наверное. Там всем пофиг на этот экран, который висит, и который нужно контролировать. Просто там набегают эти заказы, она просто потом приходит и тык-тык-тык-тык-тык, и все. И все заказы сразу же пропадают. Вот. И там китайцы тоже стояли вообще очень долго. И, короче, все переживали, когда им выдадут заказ, поэтому... Тут есть какой-то соус острый, мы взяли. Но бургеры обычные, типа криспи мак бекон, наверное, да, барбекю, как бы ничего такого. Все, я А устал. еще пиво продается, представляете? Решили мы сходить в нормальный магазин, супермаркет нашли, супермеркадо. Вот, и купили, короче, Что нам там понравилось? распаковка Клубника. Стоит всего 2,7 евро за полкилограмма, получается. Да. Еще нашли такую прикольную газировку. Сейчас покажу. Вот, С она разными вообще копейки ассорти стоит. фруктами. 68 центов. Открывай, будем пробовать. Да. Кстати, здесь пробка прикручена. О, ну да, кстати, мы вчера воду покупали, пробка не прикручена. Да, мы удивились, как это в Да, Европе не в Европе прикручено. не прикрученные пробки. Уже в Польше даже есть они прикрученные, а тут... Ну, прикольно. Похоже на Посажешь дальше. виноградная фанту, только не газированная. Какая-то вообще. Ну да. А еще мы хотели сказать, что здесь не только есть узкие улочки, но есть также и вот такие вот проспекты, можно сказать, неаполитанские. Конечно, не проспект Независимости, но тоже довольно-таки широко. А еще стоит добавить, что несмотря на то, что здесь есть как бы пешеходные переходы, но по классике пропускают здесь не очень хорошо. И, ну, почти как во Вьетнаме, в общем, получается. И такая вот, похожая церквушка во дворах. Но, к счастью, здесь есть светофоры, которые, в принципе, их много, и они вполне себе работают. Мы нажимаем, раз, ждем. И ничего не происходит пока что. Все переходят без Вот. светофоров. И зеленый свет только 6 секунд, а потом загорается зеленый, вот еще 10 секунд зеленый, желтый. Мы тут ходили, и, во-первых, интересно, так, стоит кран просто, он не то чтобы высокий, но по факту вот прям посреди улицы. Еще здесь такие Аполлоны держат здания. Но, короче, табачные вот эти магазины, они здесь много где мы видели, и вот решили их, ну, не то чтобы попробовать, но задались вопросом, а как вообще покупать здесь, если по факту любой человек может подойти купить, даже несовершеннолетний. И что узнали, что здесь по факту вот есть, можно отсканировать отпечаток пальца, либо ID-карту, или даже паспорт. Да, тут паспорт. Например, смотрите, берем так, оп, Оп, и всё, можно отсканировали. купить. Да. Можно покупать. Прикольно, что мы, конечно, не курим, покупать не будем, но прикольно, что вот как бы... Да, тут есть ну, и стики всякие, и что там, вейпы, короче, все есть. Все, кто что хочет, да. Но 18 плюсов, все совпадает, все хорошо. Мы хотели удостовериться, что в этой вашей Европе не продают несовершеннолетним. Все, удостоверились. Это собор Святого Януария. Центральная достопримечательность Неаполя. Он во всех путеводителях, везде, почти первым пунктом указан. 13 век, но его не ремонтировали. И тут даже есть часть такая специальная. Сейчас пойдем на нее посмотрим. Ее туда не всех пускают. Вот. Но, наверное, можно посмотреть со стороны. И это, которая является самой старой частью Европы вообще, сохранившейся.
Прикольно. Ну, выглядит очень стертым и захоженным. Да, какое же оно интересно Как было будто бы реально раньше. с тех самых веков каких-то древних. Ну, не древних, но средневековых. Есть еще вот такие вот части, где есть и фрески, и витражи. Видно, что довольно-таки старые. Даже какая-то объемная картина, можно сказать. Идешь, с одной стороны, плоская, а потом оп, и она уже объемная. А вот так вот этот храм выглядит снаружи. Вот. И забавно то, что он довольно-таки высокий, да, но он же еще и длинный, и сильно длинный, как мы внутри заметили. Но отсюда вообще этого не видно, потому что тут вот справа здание, слева здание, и даже нет никакого просвета, как можно посмотреть, какой он вообще с других сторон, только с лицевой. Может быть, как-то можно обойти, но нестандартно, И по факту же конечно, получается, что там, такое. когда заходишь, еще можно потом туда пойти вширь, вправо, влево, но здесь этого не видно. Да, здесь все облеплено Как зданиями. будто бы это уже сбоку совсем другие здания, правильно? Да. Ну, мы тут немножко нашли другой вход в внутренний дворик. Вот здесь так заходишь, и если присмотреться сверху, видно даже, да, купол. И здесь вот вход в музей. И билетики можно купить. А рядом вот уже жилое здание, и там лифт есть, все такое. Что там? Там колодец глубокий и зеленый. Там колодец. О, заросший даже какой-то. Да, посмотри. Здесь без стекла видно. Ну, прям не видно дна, но забавно, что он такой заросший. Колонна, он, смотри, какая-то старая такая. Античная. Не старая, а античная. Ну, это интересно, тут, наверное, правда жилое здание, потому что тут уже лифт есть, и окна такие, как будто бы жилые. Ну что, как тебе едется? Душно. Душно, да. Что-то мы спустились, только зашли в эту подземку, и сразу же стало очень душно. Я не знаю, как это. Но вообще, конечно, да, тут билет можно купить и в приложении что-то, и в автомате. Мы просто подошли к челикам и сказали, куда нам надо, и все. Да, мы просто очень спешили, и быстро в кассе сказали, и все, и нам выдали, и карту заплатили, и все. Есть, конечно, много всяких приложений, мы даже их скачивали, но как будто бы можно и без этого. Тут просто Прекрасно работает. Тут просто стрёмно, что как будто бы если ты, ну, много транспортных компаний, типа и по автобусам, и по поездам, и кажется, что если ты не то купишь, то, возможно, будет не очень. Я хотела рассказать, как это все выглядит вообще. Мы хотели поехать на поезде, думали, там будет прям станция, прям поезд. Мы спустились, там было как обычное метро, то есть обычные вагоны, обычное метро, но хоть оно не каждые 2 минуты, там, по-моему, каждые 15 или 20 минут. И мы зашли, вот тут реально как вагон какого-то такой электрички, да, и на все одной станции все вышли, и мы теперь едем, вот теперь вот точно электричка. Значит, первую часть ехала под землей, почти всю, а потом уже вот сейчас выехала, и теперь мы едем то есть это какая-то у них интегрированная среда, то есть поезда и электрички, очень тонкий барьер, то есть ты можешь там целиком реально на метро пересесть на электричку, она будет ехать как метро, а потом оп, она уже становится электричкой. Мы едем смотреть вулкан действующий, но закрытый. Я нашла, что как бы туда можно приехать, со стороны посмотреть, подышать. Да, там все закрыто, мы не собираемся лезть через забор, наверное. Посмотрим. Сейчас едем, сели на поезд, едем. Решили, там можно на автобусе, можно на поезде, мы решили на поезде. А я еще хотел сказать, что вот мы зашли, это было вообще столько народу, ну, типа, сесть нереально. А на какой-то станции все вышли, и вот мы теперь сидим, мест куча, людей тоже. Спокойно можно сесть где хочешь почти. Есть. Ну так как мы, дурачки, не подумали, когда нам ехать сюда, то он уже закрыт, и нельзя посмотреть изнутри его. Но он такой прям очень большой, красивый. Если будете сюда ехать, обязательно сюда заедьте. Он работает, правда, утром до 2 часов. Там мы приехали То вечером. есть это тот самый амфитеатр, не который уже там восстановлен, это тет все. Он тут практически заросший, вон, трава растет. Да. Когда Настя говорила, что он закрыт, я думал, что он закрыт в принципе.
А он, видимо, закрыт. О, смотри, как тут классно видно. О, ладно, тут, да, тут уже. Он закрыт, он работает, просто очень, ну, там, с 9 до 2, по-моему. Круто, я бы вот туда сходила, вот это заброшки. Неаполь Неаполем, а вот за городом, конечно, хорошо. Тут цветочки, машин не так много. Конечно, мотоциклисты все равно гоняют, но как-то поспокойнее. И даже аромат цветов здесь, он просто повсюду. Девушка шла и такая просто взяла, сорвала себе цветочек. Ну, не то чтобы это, наверное, хорошо, но просто сорвала себе цветочек, заколола в волосы и все, и пошла дальше. Ну, вот так вот. Брат, мы будем посмотреть этим. Походу, да. Настя еще предлагала, давай зайдем покушаем. Ну что, ну же манит. Кстати, цены в 2 раза дешевле, чем Неаполь. Ну, не 2, но... И там и за 4 было. А процентов 20. Ну, типа 10 там... Если пицца стоит 10 евро в Неаполе, здесь она там 7,5-7. Вообще, вся эта местность называется Флегрейские поля. Вот. Ну, тут вообще вот есть 2 вулкана. Ну, 2 горы, по крайней мере, пока что мы знаем. Соль-Фатара. И вот какой-то еще вот прям здесь должен быть кратер. Тут даже указано, что тут будет кратер. Тут сразу возле карты, вот здесь даже был проход быть к этой горе. Тут закрыто, написано Residence Only. И там и лагерь какой-то есть, и вход именно туда. Но я нашла на карте еще одно место. Мы сейчас попробуем все-таки, может быть, мы посмотрим хотя бы немножечко наверх. Но вообще, честно говоря, даже отзывы на картах есть буквально там не вчера, а позавчера. Вот. Поэтому должны мы как-то зайти туда внутрь. Ну, может быть, не сюда внутрь, но хотя бы там сверху откуда-то посмотреть. Поэтому еще пойдем вон туда и попробуем все-таки найти обзорную площадку. И в итоге пришли, увидели там какой-то дым уже поднимается. И вон там правее еще есть дым. И потом нам сеньора подсказала, куда нам идти, чтобы видеть панораму. И луна там еще, да. Короче, сейчас будем... Луна вообще красивая. Пойдем быстрее. Ну, говорят, прям из этого. Да, прям выходит. Ой, это как будто бы я в каком-то кино смотрю вообще. Не верится. Итак, мы добрались на то обзорное место. Вот. И что мы видим? Мы видим Настю, поднимающуюся наверх дальше. Мы видим море. Какой-то запах странный, как будто бы почти как в метро. Вон, там дымок поднимается. Запах вулкана. Там и там. И солнце садится. И запах, ну вот не знаю, я скажу, что с метро, но не похоже, что Не, горелое. он не Как прям, будто бы в что-то метро вот он прям такое. серо такая, да? А здесь немножко все-таки другое, да. Ну вот не знаю, с чем его сравнить, такого запаха я еще не чувствовала. Ну красивый закат такой вообще, повезло. Море. Эх, красота. Вообще мы почитали, что это флогентийские, как они называются, поля. Они тут вообще много километров, там, по-моему, 12 или что-то такое. Но они большинство своем под водой. И раньше там даже был город, но потом из-за активности затопило его. Там, кстати, под водой есть город, тоже наводочка. Можно посмотреть. Мы, наверное, уже не успеем посмотреть. Но делают экскурсии и смотрят подводный город. Да. Но это за деньги, а это бесплатная достопримечательность. А еще, кстати, там вот видно, что там бассейн какой-то есть заброшенный, какое-то поле было, потому что вон ворота стоят. И, видимо, когда-то, может быть, был какой-то, не знаю, санаторий или просто какая-то база отдыха. Кстати, на санаторий вполне может быть. Да, после того несчастного случая позакрывали. Тут раньше кемпинг, кстати, был. Здесь, возможно, кстати, кемпинг был. Вот он как раз по карте где-то примерно да, здесь. Да, вот он там где-то от того красного здания спускается и куда-то сюда. Да, здесь, потому наверное, был кемпинг. Санаторий вряд ли, потому что тут никаких строений вообще. Да, странно, что если остался бассейн и остались здания. Так что, наверное, да, здесь был кемпинг. Его закрыли из-за того несчастного случая. И теперь что осталось? Вот такие достопримечательности — это прям самое вот классное, мне кажется, потому что вот в том же даже Везувии там как бы дымок редко идет, да, как бы там сильно туристическое место. А здесь вот это просто какая-то окраина, как бы сюда особо никто не ездит, только нужно ехать на общественном транспорте, но зато сколько эмоций, тут прям настоящий дым, прям вот с настоящего вулкана, прям запах вулкана, и это просто непередаваемо.
так атмосферно, не знаю, красиво. И просто даже слезы наворачиваются, потому что насколько это круто просто. А мне понравилось то, что здесь сейчас не так много людей, не знаю, возможно, днем здесь побольше машин приезжает, потому что вот мы пока были, кто-то подъезжал потихонечку, но тут так спокойно и классно, и вообще уединенно, что ли, не знаю, ну так вообще спокойненько и приятненько от этого. Если даже кажется, что такое вот место, оно должно быть настолько туристическим, действующий вулкан по факту, но тут реально никого нет. Вообще везде в картах было написано что-то про лагерь, и нам посоветовала вот эта вот сеньора, ну, еще подняться вот сюда, поэтому мы решили проверить еще одну точку, правда, уже темнеет, но подняться в еще одну обзорку и посмотреть, какая лучше. Да, тут тоже есть какая-то обзорная, тут даже можно на машине приехать, какая-то парковочка есть, но тут очень высокий забор, и через него особо не посмотришь. Ну, посмотришь, конечно, но не пофоткай. Ну да, там обзор, конечно, лучше. Да, сильнее лучше. Да. Тут вообще все дома такие, прям как многоквартирные. О, может, можно подняться на какой-нибудь этаж. Ладно, это некрасиво. Здесь вот, смотри, такие домики, они, походу, сдаются. Видишь, такой, наверное. Возможно, здесь можно что-то арендовать. О, тут красиво, кстати. Итак, у нас второй день в Неаполе, и мы вторую пиццу едим. Вот. Сегодня 4 сезона пробуем. Вчера нам хватило, в принципе, половины пиццы где-то, поэтому мы решили сегодня взять одну на двоих. Очень горячая, прямо из печи, как говорится. Вкусно. Оказывается, обратно, чтобы ехать, нужно... Поезда ходят всего раз в час или около того. Мы смотрели по Google картам, там было больше поездов, но нам сказали, что это неправда. Вот ходит только один, вот следующий через полчаса, в 10 часов. Поэтому мы сейчас будем ждать полчаса. Печатались билеты, достаем. Ну да, получается, как бы покупки легкие. Тоже набираешь станцию, все ищешь, все понятно. Но обидно, что Google карты неправильную информацию дают. Да, просто, как я и говорил, из-за того, что тут разные эти компании, разные способы, там, не знаю, как можно купить билеты через приложение, через кассу, через автомат, еще как-то. Короче, приложений этих несколько штук, то есть там, я так понимаю, разные компании могут в разных приложениях, типа, размещаться. Вот, и поэтому, короче, непонятно, ну, в этом плане сложно очень. Ну, в общем, мы спросили тут у девушки, которая работает, она подсказала. Да, она все рассказала, показала, поэтому проблем нет. Все-таки есть этот поезд, Google карты не соврали, но они соврали в том, что он не останавливается на нашей станции. И поэтому нам сказали купить другой билет на другой поезд, который будет еще через полчаса. Короче, можно сюда уехать, вот, просто не на все станции. А еще я хотела сказать, что забавно, что водитель просто вышел и стоял там, по телефону разговаривал, курил, просто вообще на улице. А потом уже было 21:39 должен выходить тот поезд, и уже было 21:40, 41, а он все стоит, разговаривает, вообще все равно. То есть тут мы, когда в Венеции были, тоже как бы поезда не пунктуальные, но некоторые даже раньше уходили. А тут получается, что могут и позже, просто потому что водителю хорошо было на улице стоять. А еще, Такое кстати, вот движение вот в поезде. этот соседний поезд, это уже наш. Да, Вот. поэтому пойдем садиться, занимать места, которых очень много. Ну да, я сейчас здесь, конечно, дофига. Ну что ж, мы уже едем домой, и что можно сказать про сегодняшний день? Первая часть дня у нас была культурная, немножко с религиозным уклоном. Ну да, Такой очень много учись. храмов было. Да. А вторая часть туристическая, с уклоном Природа. в природу и ходьбу по горам. Да, здесь это вот зона, которая за городом, типа там, где вот эти маленькие всякие городишки уже начинаются, она, конечно, более приятная, чем по центру, где куча людей, куча машин.